История Натальи была тесно связана с Большим Бухарестским зоопарком. Для нее это место давно стало не просто работой. Она знала повадки каждого животного, понимала их настроение по взгляду и звукам. Но однажды ей пришлось столкнуться с историей, которую сотрудники зоопарка вспоминали еще долгие годы. Особой любимицей посетителей была кошка по кличке Саша. Полосатая, спокойная и удивительно ласковая. Она свободно гуляла по территории, встречала гостей и с удовольствием принимала внимание детей. Казалось, жизнь этой кошки всегда будет безмятежной, пока одна трагедия не изменила все. Саша потеряла своих котят. После этого она перестала выходить к людям, пряталась в тени и почти не реагировала на окружающих. В один из дней Наталья решила принести ей лакомство, надеясь хоть немного поддержать кошку. Но внезапно тишину зоопарка разорвал странный плач. Он доносился со стороны вольера сибирских тигров. Наталья сразу поняла, случилось что-то серьезное. Подойдя ближе, она увидела двух новорожденных тигрят, забившихся в угол. Они были слабыми и истощенными, а их мать явно отвергла потомство. Взрослые тигры нервничали, и оставлять малышей внутри было смертельно опасно. Наталья осторожно вошла в вольер и вынесла тигрят в помещение смотрителей. Сотрудники срочно начали готовить молоко, грелки и лекарства. Все понимали, впереди тяжелая борьба за жизнь малышей. И именно в этот момент появилась Саша. Услышав писк тигрят, кошка мгновенно оживилась. Она запрыгнула на стол, осторожно приблизилась к одному из детенышей и начала вылизывать его шерсть. Через секунду Саша уже свернулась вокруг обоих малышей, согревая их своим телом и тихо мурлыча. Смотрители не могли поверить своим глазам. Домашняя кошка приняла тигрят как собственных детей. Споры продолжались несколько часов. Одни считали это опасным и неправильным, другие видели, что рядом с Сашей малыши впервые успокоились. В итоге было решено оставить их вместе под постоянным наблюдением ветеринаров. Для необычной семьи подготовили отдельный вольер. Тигрят назвали Ильей и Мишей. Их кормили из бутылочек, а Саша круглые сутки заботилась о них. Согревала, вылизывала, играла и даже учила охотничьим повадкам. Со временем малыши окрепли, начали рычать и уверенно бегать по вольеру. Несмотря на разницу в размерах, они относились к кошке как к настоящей матери. История быстро стала известна далеко за пределами зоопарка. Журналисты и фотографы пытались увидеть удивительную семью, но Наталья защищала животных от лишнего внимания. Она понимала, главное сейчас – спокойствие тигрят и Саши. Прошло полгода. Илья и Ниша выросли в сильных подростков. Они уже были в несколько раз больше своей приемной матери, но по-прежнему спали рядом с ней и осторожно играли, стараясь не причинить вреда. Однако Наталья понимала, рано или поздно тигры станут слишком опасными, даже случайно. После долгих обсуждений было принято тяжелое решение – разделить животных. Разлука оказалась мучительной для всех. Саша тосковала, часами сидела возле решетки и смотрела в сторону нового вольера тигров. Илья и Миша тоже заметно изменились, стали спокойнее и часто искали глазами свою маленькую мать. Шли годы, тигры превратились в огромных взрослых самцов, а Саша постарела. Когда в зоопарке сменилось руководство, Наталья снова попросила разрешить встречу. К ее удивлению, новая управляющая согласилась. В день воссоединения меры безопасности были беспрецедентными. Когда дверь вольера открылась, Илья и Миша медленно подошли к Саше. Несколько секунд стояла напряженная тишина. А потом один из тигров осторожно прикоснулся носом к ее боку. Через мгновение оба хищника уже терлись о кошку, а в воздухе смешались мощное тигриное урчание и ее тихое мурлыканье. Наталья не смогла сдержать слез. Эта встреча доказала всем: настоящая привязанность не зависит от вида, размера или законов природы. Маленькая кошка подарила двум хищникам любовь и заботу, которые они запомнили на всю жизнь. История Саши стала напоминанием о том, что материнство – это прежде всего сила сердца.